В этом выпуске вы увидите: Миша М снова беспределит, студия Bass Security представила новый проект Boomer BS и открытие нашего обновленного магазина в Ростове состоялось. Хорошо, сука! Шо? Опять? Всем привет, друзья! С вами Стас и рубрика «Громкие новости». Этот выпуск мы начнем с очередного трэш-контента от самого популярного трэшмейкера России, конечно же, Миша М. Завязка трэша заключается в установке в необычные места 8-нахи Урал Патриот. Куда только эту 8-наху Миша не устанавливал. Как вы помните, ранее мы ее наблюдали и в двери, и в задней полке, причем сразу пару штук. Вообще не валит, вообще. Но на этот раз, видимо, употребив чего-то посильнее обычного, Миша умудрился выбрать для 8-нахи в качестве оформления холодильник. Опа! But one more time. Еще раз? Я медленно сделаю. Ух ты, его чуть-чуть приоткрываешь, и сразу становится больше. Щелевой холодильник, сука. Миша, колись, вам с Витей вот по-любому один и тот же человек пишет сценарий. Правда, этим все не закончилось. Приоткрыв холодильник, Испугались. Миша решил охладить сап водой из шланга. Водяное охлаждение катушки, а что вы хотели? Не, им однозначно точно пишет один и тот же человек. Еще сильнее, еще сильнее. Но, как оказалось, это еще не все. Чуть позднее Миша выкатил сразу 2 серии видосов с постройкой короба ЧВ. Да, непривычного нам типа. Неприлично огромный для 10-дюймовки. Непривычным он оказался потому, что он имеет, так сказать, не совсем стандартный вид, каким мы обычно представляем короб ЧВ, построенный по форме лабиринта и изготовленный из бабушкиного шкафа. И этот коробок Миша решил построить прямого типа, который имеет размеры в длину более 2 метров и объемом 485 литров для одной десятки. Говорят, что это самый правильный ЧВ. Вон он, Савик. Опа. Валит, поверьте мне, достойно. За малым чуть даже не улетели ценные запасы Миша. Бас такой мягкий. Прям приятно, аж головокружение такое прям. В будущем новые трэши не закончатся, ведь далее нас ждет еще один ЧВ, но уже в котором будет участвовать его 8-наха. На данный момент она находится в тюнинге, 8-наху усилят и изменят сопротивление на 2+2. Я уже даже не удивлюсь, если в будущем Миша представит нам боевой короб ЧВ, причем боевой в прямом смысле слова, в котором будет пулять рупора и смотреть, кто дальше улетит. The Loud Sound! Огонь! Какие трэши только могут быть у меня на канале. О, твоя? Ну? Классная тачка. Бэха семерка. Это 700 какая? 50-е. 5-литровая? Ну? Как вы поняли, речь сейчас пойдет о выходе нового проекта от студии Bass Security. Boomer BS, именно так прозвала студия свой новый проект на базе BMW 7 серии. Уже на прошлой неделе успела постить первые соревки и даже умудрилась разломать лобовое стекло. Но давайте все-таки вернемся на полгода назад и расскажем полностью, как строился этот проект. В декабре прошлого года нам стало известно, что 3-наха от студии Bass Security на пике своей популярности была продана и теперь колесит на просторах Краснодарского края. Правда, без проекта студия осталась недолго. Ведь уже в начале этого года ребята анонсировали постройку нового проекта, у которого основной задачей было стать подобием 3-нахи. Постараемся сделать его не менее ярким и презентабельным. Но еще брутальней, еще мощней, еще эффектней. Этот проект мы делаем для себя, для души. Мы хотим сделать громкий музыкальный проект. Перед покупкой Бэхи казалось, что все хорошо, нужно заменить только пару сайлентблоков. Но мы-то знаем, что. Ну это же BMW. Поэтому оказалось не все так просто. И поняли, что здесь
парой сайлентблоков не обойдется. Ребята попали на полную замену всей подвески. Сайлентблоки подрамника, интегральные рычаги, развальные рычаги и многое другое. По двигателю? Ну, я думаю, вы уже сами догадались. Уровень масла у меня стал выше. Получается, сам антифриз, проверяя бачок, там уровень у меня постоянно куда-то уменьшался. По итогу заменены все цепи, все натяжители, 1000 прокладок. Короче, все, что подавалось сомнению, все было заменено. Бричек, называющийся, блядь, BMW, нахуй. Вот она, сука, вот, смотри, блядь, проблема, нахуй. Здесь, блядь, что? Да она, сука, масло жрет, блядь, как тварь, нахуй. Ну это ж BMW. После восстановления автомобиля в технической части пошла плотная работа над его тюнингом. Установлена 4-контурная пневмоподвеска, заменена штатная выхлопная система на крутую кастомную. Послушайте сами, как теперь она рычит. Установлены четкие японские диски, Японские диски на немецком автомобиле. обновлена оптика и установлена допом RGB подсветка, которая через пульт меняет цвет на любой. Ну и конечно же самое для нас интересное — это аудиосистема. Проект Boomer BS построен на компонентах Pride. Это двухполосная система и мощное сабовое звено. И имеет в себе два генератора от Hallehoff Customs, каждый по 370 ампер, головное устройство 99 Pioneer, 10 пар Solo 6 Neo, твиттера H1 и сабовое звено, которое даст хорошую конкуренцию Рамазану. Ведь в ней установлено тоже 6 сабов Pride ST15, которых питают 6 моноблоков Apollo. На данный момент проект требует еще небольших доделок, таких как уделить большее внимание пневмоподвеске, так как одна из подушек дала сбой, и по мелочи доработать салон автомобиля. Нахер я его раньше времени достал? Или подожди. Правильно. Неправильно. И если вы еще не знаете, как правильно или как неправильно, или может быть правильно, но скорее всего неправильно, то не спешите отчаиваться. К вам на помощь придет Слава Супербас. Но если без шуток, не так давно на канале в YouTube, владельцем и ведущим которого является мировой рекордсмен Слава Выгонов, а тут пахнет уже рекордом мира, потому что рекордсмен мира взялся за дело. Появилась новая рубрика под названием SPL Top Secret. Стоп! По-моему, где-то такая рубрика уже есть. Как же так получилось? Наконец-то мы начали снимать свои серии касательно проекта SPL Top Secret. Главным звеном рубрики стала заниженная Lada Priora 2010 года выпуска и на четких дисках. Ну нахер это интересно, какого она года? В составе системы, которой находятся два сабвуфера Aura C152 и Monica Avatar 3500. Ничего особенного, верно же? Да как бы не так. Ребята знают свое дело, ведь уже показывают цифры в 150 дБ с 1 кг мощности. Но самое главное, почему мы решили рассказать об этой рубрике? Дело в том, что это не просто рассказ о постройке самого проекта. Основной целью здесь ребята задались рассказать вам о секретах SPL и подготовке к соревнованиям. Отсюда и пошло название проекта SPL Top Secret. Какие требуются приборы для получения максимального результата? Зачем пирамиду в автозвуке? Для чего клеить вибро на колпак? Да. Ты что, сектант? Нет, это воровская звезда. Фарту масти, ауе. Какую выбрать частоту для стрельбы? Валит ли короб, купленный с Алиэкспресс? Спойлер, не валит. Много юмора. И как за 1 секунду можно потерять сразу 3 дБ. Ну а если всего этого вы не знали, то смело переходите по ссылкам в описании. Я сам, если честно, пока готовил этот материал, многого для себя подчерпнул. Ну и, кстати, не забудьте поддержать ребят и подписаться на их канал, ведь для нас же стараются. Помните, в одном из выпусков мы рассказывали о Ване? Об Иване. А как еще могут назвать русского в Америке? Который переехал из Ростова в Америку, штат Флорида, и там анонсировал постройку нового проекта «Русский ветер» на базе американского пикапа Chevrolet Silverado. То чувство, когда автомобиль американского происхождения имеет в себе какую-то магию, влияет на русских, становиться патриотичней. Кто в этом сомневается, вы знаете, что вас ждет. Основной задачей проекта было продемонстрировать американцам наш русский подход к автозвуку. Правда, не так, как это сделал Саша. А показать, как может валить наше железо, ведь ребята из Team Dev Bonds. И, кстати, у него это хорошо получается. Спустя год плотной работы проект увидел свет.
и даже посетил первый этап соревнований в Вирджинию на формате TDH, имея в себе 22 наших DevBonds 27 серии в оформлении BP4 и 5 11/800 моноблоков Апокалипсис. Проект был запущен за день до соревнований, ведь как часто это бывает, времени не хватает ни на что, особенно когда пилишь в одну каску. Но успех не заставил себя долго ждать, ведь с первого старта система смогла перевалить за отметку 164+, на 39 Гц. Сильно? Я думаю, тому парню, которого пополам скрутило, сполна хватило. А что если я скажу, что это еще и на лайт режиме? Ведь такой рез был поставлен на стоковом генераторе, стоковых дверях, лобовом, всего-то 5 кВт мощности и 80 ампер лития титаната в багажнике. А основной рез русского ветра был поставлен на днях, на одних из самых значимых этапов США в Индиане, в формате Slow Moji. Как видите, цифры датчика остановились на отметке 170,3 дБ. Но и система получила небольшие доработки, а именно увеличено количество моноблоков, теперь их 10, и увеличено питание. 800 ампер против 80 прошлых. Со слов Вани, на этих, хоть и безумных цифрах, рез не останется, а будет продолжать расти вверх. Ну а что он предпримет для этого, вы сможете узнать на его страничке в Instagram. Ну а я в свою очередь хочу пожелать удачи и сил своему земляку и скорее перевалить как минимум за 175. Ну и напоследок мы оставили, пожалуй, самую важную новость этого выпуска. Конечно же, про долгожданное открытие нашего обновленного магазина. Магазин изменился поистине до неузнаваемости и выполнен в современном стиле с элементами лофта. Единственный атрибут, который вы можете узнать из прошлого дизайна магазина, это наш стеллаж, который находился по центру. На этом все. Теперь магазин получил еще больше площади, став в 1,5 раза больше прошлого, в котором разместился новый топовый стенд, обновленные стеллажи, пара аймаков, и главной фишкой всего дизайн-проекта стали 21 радиолампа 84 года выпуска с суммарной мощностью свыше полукиловатта. Подмечу, что применения ламп подобного рода нет нигде в мире, но об этом более подробно, с полной историей, как все начиналось и как пришли к тому, что имеем сейчас, вам расскажет Саша в отдельном ролике. На открытии магазина команда LS была в полном составе. Тренаха, Хаммер, Тёма, безумный квадрокоптер и легкий фуршет. Также открытие посетили и создатели сия чуда, дизайнера обновленного магазина. И Лёша Ceramic Technology. После небольшого перекуса и ознакомления с обновленным магазином, ребята переместили в студию, где Саша немного навалил всем желающим. Правда, валево закончилось быстро, потому что сразу сбежали соседи с просьбой прекратить. Зато посмотрите, как отлетела крышка руля во время хейр-трика. К счастью, уже сложившаяся традиция в Ростове не работает, потому что все сабы благополучно стали целы. Под вечер Саша, узнав, что я ни разу не слушал Тренаху, быстро исправил это дело, прокатив меня под Леху Джея. Да, вам не послышалось. Спустя 1,5 года работы я впервые ее послушал. Ну просто считал должным уступить место зрителям. А я как-нибудь потом. Когда все закончилось, Саша нарушил уже сложившуюся традицию и укатил без музыки не на Тренахе, а на велике. Ну а на этом ролик подошел к концу. Не забывайте писать комментарии, где Саша. Ну и конечно же, подпишись, поделись по-братски. Всем пока, живите громко. Типа, ну а когда все закончилось, типа, Саша уехал на Тренахе слушать музыку. Вот какие мне тормоза!